Всем доброе утро, поскольку уже утро. Итак, друзья мои, я дала несколько ритуалов, вернуть любимого и прочее. Зазыв, французский ритуал, если помните. И все начали писать, что они срабатывают очень быстро. Кстати, я хочу сказать, я изначально вам говорила, что они сработают, все сработают. Надо делать просто правильно. Много аж из Грузии написали, что через 2 дня с чем-то человек резко появился, и они вместе пошли на день рождения, насколько я помню. И человек вот у меня спрашивает, а нужно ли дальше продолжать? Я говорю, нет, конечно, если он уже явился, какой смысл? Уже все уже получилось. Женщина, которая написала о том, что он явился очень быстро в тот же день, она была поражена. Вообще не ожидала, потому что расстались они. И расстались нехорошо, и уже как бы он жил с другой. Много. Ну, по крайней мере, вот последние несколько дней я, наверное, писем 19 точно получила. А до этого сейчас не помню. Много писали. Да, они работают. А почему вы удивляетесь? Я даю свои ритуалы для того, чтобы они работали, а не потому, что они красиво выглядят. Понимаете? Не для красоты я их вам дарю, а для того, чтобы вы получали результат, радовались, чтобы они работали, и они работают. Это касается не только подобных ритуалов, всех, но поскольку я сейчас буду еще дарить вам, поэтому и говорю. Ну, раз уж они у вас работают, и вы начали понимать технику этих ритуалов и как правильно делать, давайте я вам еще пару ритуалов дам. Учтите, зазывы – это на один раз. Если вот позвать человека, остальное зависит от вас. Как вы поговорите с этим человеком, как вы объясните, как вы себя пересмотрите. Если в чем-то вы не правы, извинитесь или сделайте уже по-другому, не повторите эту ошибку. Вы тоже знаете, как упертые бараны, не надо себя вести. Вот он вернулся, получился ритуал, все, а теперь пошел вон. А теперь вот я сделала ритуал, уже ничего не боюсь. Это на один раз. Это не та работа, которая человека свяжет. Зазыв делает для того, чтобы человек пришел, когда недосказанность, когда хочется поговорить, обговорить все, объяснить все. Вот мучается человек, хочет позвать на беседу, на диалог. И вот он позвал, все остальное зависит от человека. Понимаете? Поэтому давайте так. Я вам зазывы дарю. Сколько раз будете говорить, столько он и придет. Уйдет, снова придет, хоть миллион раз. Но вы с этим не играете. Вам дается шанс, он приходит, поменять свое отношение, значит, удержите этого человека дальше уже сами. Итак, первый зазыв. Сковорода вам нужна без масла, без ничего. Поставьте на плиту или на газовую плиту, как хотите. Перец. Черный перец в горошек. Ставите и ждете, пока вот прям, знаете, раскаляется прям уже вот до красноты. Кидайте перец и ждете, пока перец начинает прыгать. Прыгать просто и лопаться. Ну, то есть уже мучается там перец. 9 раз сверху говорите. Перец мается и мечется на жгучем огне, а мой милый имя пусть мается, мечется до тех пор, пока не придет ко мне. Сила огня жги его сердце и приведи ко мне сюда. Заклинаю. 9 раз сверху быстро прочитали, отставили этот перец, чтобы он остыл. Когда перец остынет, высыпьте его на газету или, не знаю, на какую-нибудь емкость такую, чтобы выдержала, да, это вот горячий перец. Значит, совет. Слишком много перца сыпать туда не надо. Там достаточно 7-8 штук. Почему? Потому что потом вы этот перец будете выкидывать в окно. Не в мусорку, не через там двери, а в окно. Чтобы эта сила пришла к вам домой. Мусор выкинете, значит, все пропало. Надо по новой повторить. И можете еще хуже сделать. Нужно именно в окно. Если вы делаете на мужа, если ваш муж гуляка, ходит туда-сюда, вот вы это сделаете,
половину перца выкиньте в окно, а пару перчиков положите ему как-нибудь в куртку, в портфель, я не знаю, куда-нибудь. Где бы он ни был, у него просто, извините за выражение, задница будет гореть, пока он домой не придет. Ему покоя не будет, у него прям все горит внутри, вот трясет и гонит домой. Этот перец его все время будет приводить домой. Это проверенный метод, даже не сомневайтесь. Еще раз говорю, что нужно читать. Значит, перец черный, сковорода. Сковорода прям до красноты ставите. Сразу кидаете перец, ждете пару минут. Перец начинает прыгать, уже там жарится. И говорите 9 раз сверху. Перец мается и мечется на жгучем огне, а мой милый, его имя, пусть мается и мечется до тех пор, пока не придет ко мне. Сила огня, жги его сердце и приведи ко мне сюда. Заклинаю. Если это муж, можете перчик куда-нибудь ему под куртку или под подкладку, чтобы он не заметил. А остальной перец нужно выкинуть в окно. Никуда не денется. Это сила, которую вы отослали, послали вместе с этим перцем жареным. Оно его будет искать, найдет, и у него просто все, знаете, как бывает, приходит домой и говорит: что-то мне было прям неспокойно, я хотел быстро домой, я думал, что-то случилось с тобой или что, не знаю, что-то мне не очень, и прям кто-то меня домой гнал. Да, кто-то гнал, это точно. На соль. Возьмите крупную соль, можно и морскую, можно и крупную соль, немного посыпьте в общем, в левую руку себе, ладонь. С 12 часов, то есть 00:00 до 01:00. Вот с 12 до часу ночи у вас есть время это сделать. После уже нет смысла. Потому что тут призывается сила 12 бесов чертенят. Значит, вам нужно следующее делать. С 12 до часу, когда у вас будет время, открыть входную дверь, начитать на соль, посыпать возле входной двери. Возьмите мало соли, чтобы не сильно было видно. Потом закрыть. Я вам объясню, когда закрыть. И ждать его. Потому что он обязательно или явится, или напишет. Тут дело в том, что зазывы эти работают, даже если человек там, например, с вами общается, да, через океан. Он на порог же не придет, конечно, к вам, но он обязательно напишет или позвонит. Это обязательно случится. Значит, соль. Открыли после 12 дверь. Чуть-чуть приоткрыли. Говорите: 12 бесенят, 12 чертенят, вас призываю, выкликаю, заговариваю. Кидайте соль на порог. С обратной стороны, естественно. Без соли еда не еда, без любимого жизнь не мила. Тебе слезы соленые по мне лить, тебе до гроба меня одну любить. Далее. Значит, закрывайте дверь сразу. Закрывайте на замок и говорите: я зазыв свой на ключ запираю, любимого на порог зазываю, черти, бесы, помогите, сердце его покорите. Заклято. Его, я здесь его говорю, вы имя его назовете. Следующее. На зеркало. Очень сильная вещь. Не балуйтесь. Делать нужно в темное время суток. Зажгите свечу, любую, можно там обычную восковую. Значит, стойте перед зеркалом. Электрического света не должно быть в этой комнате. Закройте дверь в ванную, например, если вы в ванной будете делать, да, чтобы электрического света там не было. 6 раз читайте, глядя на себя в зеркало. Если тяжело запоминать, можете читать и смотреть в зеркало. Потом резко отвернитесь, выйдите, поставьте свечу на стол, откройте окно, чтобы дым ушел. И свеча должна догореть. Все, и ложитесь спать, или там делами занимайтесь, это уже не важно. Но время должно быть темное время суток. Желательно после 6-7 вечера. Сейчас зима быстро темнеет. Ой, зима, осень еще. Говорите: о зеркальник, мой двойник, ключник моих тайн, посылаю тебя за ним. Имя. Разыщи и ко мне на порог приведи. Только слово сказала, а ты уже спешишь исполнить истинно.
6 раз сказали, свечу поставили, окно открыли, свеча должна догореть, и все. В ближайшее время он к вам явится. Или придет, или позвонит, даст о себе знать. Если насчет всех этих зазывов, если он еще не получается, делайте это 6 дней кряду. Больше не надо. 6 дней достаточно. Если через 6 дней человек не явился, это значит, для этого человека вообще ничего не значите. Вообще ничего. Потому что не может быть, чтобы человек хотя бы симпатию к вам чувствовал, и эти силы не смогли его привести. Так, вам нужна свеча восковая, фотография человека. Смотрите, что вы делаете. Ставите фотографию, то есть ложите фотографию, ставите свечу на изголовье фотографии и говорите, читайте 6 раз. Воск тает, мается, дым к богам поднимается, не огонь горит, а твое сердце горит, жарится, дым по ветру пойдет, тебя найдет и ко мне приведет. Свеча догорит, а душа зазыв творит, дым по ветру пойдет, тебя на мой порог приведет. Истинно. 6 раз прочитали, зажгите фотографию его со свечи этой. Значит, найдите емкость какую-нибудь или там какую-нибудь железяку, что-нибудь, чтобы сгорела фотография до пепла. Подождите, пока пепел остынет, а свеча догорит. Свеча, когда догорит, пепел выкидываете в окно, открывайте окно, чтобы дым ушел. И говорите, дым уходит, тебя находит, ко мне приводит. Пепел по ветру развейся, любимого ко мне приведи, до моего порога проводи, да будет так. Все. Если эти зазывы делать 6 дней кряду, они точно сработают. Но они иногда работают с первого раза. Сразу же, буквально за час-два он дает о себе знать. Какие бы преграды не случались. Только сделайте правильно. Вот вы просили эти любовные всякие штучки. Вот я вам дарю. Хотели, получайте. Как говорится, просил пиджачок, на поноси. Всем удачи.